Вы наверняка замечали, что некоторые танки встречаются почти в каждом бою. Другие же найти труднее, чем последнего светляка на Малиновке. Мы посчитали, сколько раз танкисты выходили в бой на каждом виде техники за последние полгода и составили топ-10 самых популярных танков. 10 место. На 10-м месте немецкий тяжелый танк «Тигр». Любой уважающий себя поклонник немецкого танкостроения уже давно прокачал легендарного «Тигра». Но играть на нем только из-за громкого имени стали бы немногие, тем более дальше в этой ветке стоит не менее именитый королевский «Тигр». А в конце еще и многотонный монстр Е-100. А дело все в отличном для тяжа 7-го уровня орудии и хорошей подвижности. В руках опытного игрока старичок «Тигр» и сейчас может порадовать противника снайперским попаданием в башенку через полкарты. А вот для эффективного ближнего боя броня все же слабовата, так что если не хотите пополнить чью-то копилку зверобоя, то лишний раз лучше не подставляться. 9 место. 9 место досталось американской ПТ САУ 5-го уровня Т-67. С одной стороны, эта самоходка находится в ветке США прямо перед Хелкетом. Так что если свободного опыта жалко, то поиграть на ней придется всем желающим добраться до М-18. С другой, Т-67 в применении очень похожа на своего старшего брата. А самое главное, настолько же разрушительно при правильном использовании. Отличное орудие, впечатляющая динамика и необычная для ПТ поворотная башня позволяют успевать на поле боя буквально все. Поддержать наступление, быстро вернуться в тыл за проскочившим светляком и потом так же быстро снова оказаться на передовой. Правда, не в первом ряду, слишком уж хлипкий Хелкет-младший. 8 место. 8 место получает АМХ-1390. И знаменит он именно за второе число. 90 мм французской ярости с барабаном на 1440 единиц урона. Даже с появлением других легких танков 8 уровня 90-ик все равно не сдает позиции. Уникальное сочетание подвижности, незаметности и мощного барабана заставляет оставить этот танк в ангаре, даже если изначально хотелось просто докачаться до батчата. Барабан заряжания делает француза смертельно опасным для любого противника, который успел растерять очки прочности в перестрелках. Всего один удачный заход в тыл может полностью изменить ход боя, а маскировка и обзор позволяют помогать команде даже стоя на месте. Ну и, конечно, нельзя забывать о командных боях, где 90-ки отлично зарекомендовали себя с самого начала и не сдаются даже спустя множество изменений на картах и в правилах боев. Это как раз тот случай, когда недостатки у танка есть. Те же точность и стабилизация, но при правильной игре они вам не помешают. 7 место. 7 место занимает француз из той же ветки, но 2 уровнями выше – Батчат 25Т. Как его только не зовут. И Бэтмобиль, и Бахча, и Батильон-Шатильон. Но когда встречаются с ним один на один, чаще всего зовут на помощь. И если на 90-ке вам пришлись по душе стремительные рейды в тыл противника, то на Батчате вы сможете даже больше. Запас прочности куда солиднее, а орудие мощнее. Расплачиваться приходится все той же уязвимостью танка, низкой результативностью стрельбы на ходу и с больших дистанций. Танк требователен к навыкам и почти не прощает ошибок. Зато ужасно эффективен в умелых руках и выпрямляет руки неумелые. 6 место. На 6-м месте советская самоходка ИСУ-152. Говорим ИСУ-152, подразумеваем БЛ-10. Самое мощное орудие среди всех 8 уровней со средним уроном в 750 единиц бронебойным снарядом. Весомый аргумент в любых столкновениях. И именно за возможность 3,5 раза в минуту выписывать противникам по 700-800 единиц эту машину и любят.
С другой стороны, на броню рассчитывать не приходится. Динамика посредственная, а точность БЛ-10 заставляет забыть о выцеливании уязвимых точек. Другое дело, что при бронепробитии 286 мм обычным снарядом выцеливать приходится крайне редко. Главное — попасть. Второе орудие не уступает БЛ-10 в целом, но использует его реже. Слишком уж велик соблазн пострелять с устрашающего бревномета. И вместе с ИСУ-152 на 6-е место мы поставим Су-100, которые отстают не так уж сильно, а популярность объясняется похожими причинами. 5-е место. 5-е место занимает немецкая ПТ САУ Rheinmetall Borsig. На этой машине тоже можно выбрать орудие под свой стиль игры, как и на ИСУ-152. Но вот стабилизация обеих пушек ощутимо лучше. А совершенно несерьезное бронирование вместе с хорошей маскировкой и поворотной башней делает из этой самоходки идеальную машину для скрытной огневой поддержки. Динамика не впечатляет, но ее вполне хватает, чтобы при необходимости сменить фланг или просто сбежать. А вовремя сбежать — это, между прочим, тоже ценный навык. Обнаруженный Фердинанд далеко не всегда от этого страдает, а вот Борщу раскрывать свою позицию никак нельзя. Эта машина отлично подойдет, чтобы изучить все принципы игры хрупких ПТ САУ на практике. Правда, иногда очень печальной практики. 4-е место. 4-е место досталось КВ-1. Мощный, хорошо бронированный и во многом эталонный тяжелый танк. И причин у его популярности несколько. Во-первых, за этим танком стоит великая история, и многие игроки берут КВ-1 хотя бы потому, что эта машина приходит на ум одной из первых, когда произносится само слово «танк». Во-вторых, КВ-1 занимает одно из ключевых мест в советском дереве развития. С него можно перейти на целых 3 танка 6-го уровня, так что смысл задержаться на нем определенно есть. И в-третьих, на этом танке просто приятно играть. В топе команды КВ-1 становится машиной судного дня, машиной для убийства. Пусть динамика у него посредственная, но на своем фланге именно КВ определяет ход противостояния и вполне может возглавить медленное, но неостановимое наступление. Впрочем, даже в бою с танками старших уровней для КВ-1 найдется занятие. Стрельбу со второй линии никто не отменял. Особенно сильно оппонентов огорчает удачно прилетевший фугас на 450 урона. На младших уровнях такое вообще не переживают. Так что КВ-1 занимает 4-е место вполне логично. А мы переходим к тройке лидеров. 3-е место. Тройку призеров открывает Hellcat. Никто и не сомневался, что он попадет в лидеры. Слишком уж хороша эта самоходка в умелых руках. Одна из самых легкодоступных машин, на которой можно тащить даже в безвыходных ситуациях. Замечательное орудие, отличная подвижность, вращающаяся башня и хороший обзор. Все необходимое, чтобы всегда быть в нужном месте и в нужное время. Конечно, ради динамики пришлось пожертвовать броней, но это характерно для многих подобных машин. Каждая ошибка может оказаться последней, но умение предугадывать ход сражения и быстро реагировать на все происходящее в бою позволяет добиваться на Hellcat фантастических результатов. Именно поэтому М-18 сохраняет популярность как среди опытных игроков, так и среди тех, кто хочет научиться играть осторожно, но агрессивно. 2-е место. Серебро достается советскому Т-34-85. Во-первых, как и в случае с КВ, за названием Т-34 стоит нечто большее, чем просто официальное наименование. Этот танк во многом определил развитие танкостроения на десятилетия вперед. Так что очень и очень многие игроки решили посмотреть на него хотя бы в виртуальном сражении. Во-вторых, любой танк ветки легко осваивается на базовом уровне даже начинающим игроком. Но чтобы действительно серьезно влиять на исход боя, потребуется очень много практики. В-третьих, вся ветка отличается необычайной универсальностью. Этакие мастера на все руки, которым найдется дело на любой карте. И именно за это танкисты и любят не только Т-34-85,
но и Т-34, Т-44 и Т-54, у которых тоже очень высокие показатели популярности. Первое место. И, наконец, звание самого популярного танка получает ИС-3. Это абсолютный чемпион по количеству боев за последние полгода. Как и в случае с 34-кой, за всей веткой ИСов стоит легенда. Так что начинающий игрок, еще не насмотревшийся гайдов и руководств, скорее всего, выберет то, чему доверяет изначально – советские тяжелые танки. И это верный выбор. Ветка проста и эффективна. В этих танках есть все необходимое. И поэтому они быстрее всего учат танкиста необходимым навыкам и пониманию боя. И даже спустя несколько тысяч боев на самой разной технике старый добрый ИС-3 не кажется скучным. Но абсолютным победителем тройка стала еще и потому, что это один из самых популярных танков в командных боях. Почему именно он? Ответ получится очень длинным. Командные бои – дело тонкое, но именно универсальность и пригодность во всех игровых режимах и приносят тройке логичное первое место. Впрочем, КВ-85, ИС, ИС-8 и ИС-7 крайне популярны по тем же причинам, кроме разве что командных боев. Но прокачиваемая и премиум техника часто нужна игрокам по разным причинам. Поэтому о 5 самых ходовых прем-танках мы расскажем в отдельном бонусном топ-5. Пятое место. На пятой строчке обосновался ИС-6. Орудие у него мощное, но не точное. И пробитие, на первый взгляд, не впечатляет. Как с таким зарабатывать? Однако, если вспомнить, что к десяткам его просто не кидает, то все становится на свои места. С броней тоже все в порядке. Правильно поставленный ИС-6 не под силу пробить не только другим восьмеркам, но и многим девяткам, особенно издали. А чем дольше танк цел, тем больше успевает настрелять. И, как видно, многим игрокам этот принцип по душе. Четвертое место. Четвертое место занимает Лёве. Если на ИС-6 можно дерзко лезть вперед, надеясь на броню, то знаменитый Лев такого обращения не терпит. Его сила в орудии. Точное, мощное, пробивное. Стрелять им одно удовольствие. А потрясающий обзор в 400 метров упрощает и без того приятную задачу. Но если до Льва все-таки доберутся, то на гордое звание «тяжелый танк» смотреть никто не будет. Первым делом вам сломают двигатель, который, кажется, занимает все свободное место в танке и снабжен мощными электромагнитами для притягивания снарядов. А потом закрутят и сломают все остальное. Так что Лев пришелся по душе тем, кому пострелять хочется, а вот лезть на передовую не очень. Третье место. На третьем месте оказался Т-26Е4, средний танк, который профессионально изображает тяжа. Невероятное лобовое бронирование, достойное орудие, но несерьезная для СТ скорость делают Супер Першинг во многом уникальным средним танком. Конечно, во многих СТшных делах он уступает одноклассникам, а особо хитрые противники будут стрелять вам исключительно в лазер над маской орудия. Но возможность сдерживать сразу нескольких противников на одном среднем, но очень прочном танке бесценна. И тем более, кто откажется поиграть на танке, у которого даже в названии «Супер». Второе место. Второе место досталось самоходке Е-25. Это премиумная машина в игре не так уж давно, но уже успела полюбиться танкистам. «Бешеная блоха», как называют Е-25 в народе, пожалуй, одна из самых необычных машин в игре. Сумасшедшая динамика и огромный ДПМ при крошечных размерах и картонной броне превращают каждый бой на этой ПТ то в вестерн, то в боевик про ниндзя. Поэтому все, кто ценит в бою динамику и бодрость Рубилова, остаются с Е-25 надолго. Главное — следить за количеством снарядов. Останетесь с пустым БК, к середине боя придется подрабатывать светляком, потому что таранить на этой малютке можно разве что сараи. Первое место.
Самым популярным премиум-танком становится Т-34. Но тут все понятно. Хорошее орудие с отличным пробитием и огромным разовым уроном, сверхпрочная башня и прекрасные углы вертикальной наводки позволяют наносить огромный урон противнику, оставаясь почти неуязвимым. Главное — правильно выбрать позицию и не подставлять корпус. Он у Т-34 бронирован не очень хорошо. Даже в боях с десятками Т-34 чувствует себя отлично. Пробития обычно хватает, а серебра за стрельбу по десяткам сыпется куда больше, чем за восьмерки. Идеальный танк для тех, кто умеет играть от башни и пользоваться головой. Отсюда закономерное первое место. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал и удачи в бою!